Друзья, добро пожаловать на наш новостной канал. Здесь мы расскажем о том, что происходит на автомобильном рынке, расскажу, какие появляются новинки как в автомобильном мире, так и в действующем законодательстве. Как и самое главное, откуда сейчас выгодно привезти автомобиль. А ты не забудь подписаться и включить колокольчик, чтобы не пропускать новости. Погнали! Большой, роскошный внедорожник Танк 800 дебютирует в конце 2024 года. Уже на российских дорогах видим Танк 300 и Танк 500. Танк — это суббренд Haval. Haval построил завод в России, то есть танк, скорее всего, тоже будет какие-то модели производить здесь. Возможно, Танк 800 тоже будет здесь производить, потому что Танк 800 — это, по сути, 500-я модель, только удлиненная и более роскошная. Вот, его показали еще 3 года назад на выставке в Шанхае. Но у нас эти автомобили любят, особенно госструктуры. То есть Танк 500 уже часто был замечен, как в кортеже президента даже. Вот, соответственно, я думаю, Танк 800 мы тоже увидим скоро. Представлено новое экстремальное купе BMW M4 Competition Sport. Плюс 20 сил, минус 20 килограмм. Ну и плюс 30 тысяч долларов, если сравнивать с базовой версией, если смотреть на цены в США. Получается, по аналогии с седаном M3 представили еще более заряженную версию BMW M4. Это Competition Sport. Понятно, M3, M4. Одно это седан универсал, второе это купе. По сути, то есть по тележке автомобили похожи и, хотелось бы сказать, одинаковые. Двигатель на всех этих автомобилях одинаковый. Это 3-литровая турбо-шестерка. В данном случае он развивает 550 лошадиных сил, на 20 сил больше, чем на стандартной M4 Competition после нового рестайлинга. 650 ньютон-метров, разгон на сотню 3,4, до 200 за 11 и 1 секунда, максимальная скорость 302 км в час. В трансмиссии есть множество настроек, в том числе всеми любимый режим дрифта, то есть когда можно отключить полный привод и вся тяга переходит на заднюю ось. Вот. Не уверен, насколько в гражданской эксплуатации эти плюс 20 лошадиных сил и минус 20 килограмм будут чувствоваться на треке, это будет точно чувствоваться. По дизайну добавили несколько акцентов, добавили эксклюзивности определенной, ну и, соответственно, тем самым оправдывают это повышение в цене, разницу в цене. Опционально предлагаются трековые подкрышки и распорка передних стоек, а также керамические тормоза. Показывает нам то, что здесь речь идет действительно о спорткаре, а не просто о спортивной версии какого-то гражданского автомобиля. Цены у нас в Америке начинаются от 127 тысяч долларов. В Россию привезти такой автомобиль либо из США, либо из Арабских Эмиратов будет стоить 18-19 миллионов рублей. Вот новая машина, да, не очень дешево, но с другой стороны альтернативы, на мой взгляд, этому автомобилю нет. Новый кемпер Volkswagen California запущен в серию. Компания Volkswagen представила кемпер California нового поколения. Теперь это уже серийная модель, и она практически полностью повторяет прототип, который еще прошлым летом рассекречили. Новинка поступит в продажу в 5 комплектациях, будет 3 разные силовые установки на выбор, и включая электрифицированную. У California очень глубокие корни, то есть был еще California T2, выпускался в 80-е. Т3 Калифорния был, Т4 Калифорния, то есть это модификация, именно кемпинговая модификация Volkswagen Transporter, Volkswagen Multivan. Они отличаются от обычного Multivan тем, что там поднимается крыша, там образуется дополнительное спальное место, часто вставляют еще такой небольшой модуль, где можно готовить еду. Тут сделали Калифорнию на базе Т7 Multivan. Т7 Multivan он сделан, в свою очередь, на базе Форда, то есть на базе Ford Transit, по-моему. И эта машина, она в целом меньше, она в целом уже. И я думаю, что версия California тут, в принципе, будет не такой крутой, как версия California была еще на Т6. Вот. Также Volkswagen теперь предложил для Multivan Т7 раскладную кровать. Эта раскладная кровать стоит 3355 евро.
что очень странная история, потому что в Т6, например, в мультивене сиденья всегда раскладывались в кровать, и это было, как бы, входило в базовую комплектацию. Теперь к Т7 нужно какой-то там набор покупать дополнительно, чтобы, ну, можно было ночевать в автомобиле. Новые Toyota для Китая получат гибридный привод от BYD. Я, кстати, думаю, что не только гибридный привод, а также и электропривод. Просто пока что еще не анонсировали. Детали пока неизвестны, но известно то, что Toyota очень долго не делала ставку на электромобили и на разработку собственных технологий. Вот. Поэтому если они сейчас хотят оставаться в рынке и оставаться в тренде, то им нужно либо тратить очень там крупные средства и нагонять всю эту разработку, либо просто как бы с кем-нибудь договориться, чтобы вот так можно было вот ставить там чужие разработки. Я думаю, что это, ну, для них это правильная история, потому что они делали ставку на вот эту водородную историю, и, скорее всего, ну, то есть есть еще вероятность, что эта водородная история когда-нибудь станет актуальной. Но сейчас, конечно же, особенно на китайском рынке, важны именно электромобили. Медведи, изучавшие салоны Jeep Grand Cherokee и Dodge Ram 1500, попали на видео. Что мы видим? Видим, как медведи ночью, видим, в поисках еды осматривают детально салон автомобилей. А возможно, они планируют покупку и просто прицениваются. Вот. Видео записано в Америке. Что сказать-то? Ничего не сказать. 55-летие спорткаров Nissan Z отметят спецверсии современного купе. Компания Nissan готовится отметить 55-летие спорткаров серии Z. И, то есть, оригинальный Fairlady Z был выпущен в октябре 1969 года. Серия Z исполняется 55 лет. Поздравляем. Спецверсия, по сути, так, на мой взгляд, технически точно ничем не отличается от обычного Nissan Z, который показали в 2021 году и с тех пор продают. То есть у нас тут уже известная турбо-шестерка, 405 лошадиных сил, может быть на механике, может быть на 9-ступенчатом автомате. Будут производить в ограниченном количестве, будут предоставлять только тем дилерам, которые продали более 10 штук этих Nissan Z стандартных. Вот. И, ну, я думаю, да, то есть тут как бы интересно то, что именно вот эти ограниченные юбилейные версии, они, по сути, не теряют в цене. То есть такие машины интересны как, то есть, во-первых, как развлечение и как что-то эксклюзивное, да, как такой эксклюзивный объект, но также как капиталовложение. Марка Аватар показала первый гибридный кроссовер 0.7. Китайский бренд Аватар — это коллаб Чангана с Huawei. Опубликовал первое полноценное изображение вот этого автомобиля, этой новой модели. Это кроссовер, называется он просто 0.7. Он будет продаваться как чистый электрокар и также как последовательный гибрид, что новинка для этого бренда, потому что ранее Аватар были только электрические. Сейчас они, ну, последовали тренду и повышенному спросу, особенно на китайском рынке, и будут продавать теперь этот Аватар в том числе как последовательный гибрид. То есть последовательный гибрид — это когда у вас стоит двигатель, который не связан никак с колесами, но его можно бензобак заправить бензином, и этот двигатель будет работать и заряжать ваш аккумулятор. По размерам мы видим то, что это классический среднеразмерный кроссовер. Он выполнен в фирменном дизайне, то есть перед сильно напоминает Аватар 11. Осенью прошлого года они сообщали то, что марка Аватар может официально зайти на российский рынок. Пока что точных сроков не называлось, то есть и с той осени еще не назывались, но ожидается запуск официальных продаж в течение нынешнего года. В России официально представили обновленный Aurus Senat и мотоцикл Merlon.
На МИ опубликовали официальные данные об изменениях, которые пережил Aurus Senat в ходе рестайлинга. Кроме этого, уточнили технические характеристики электромотоцикла Aurus Merlon. Обе новинки дебютировали в ходе инаугурации президента Владимира Путина. До конца года сборку аурусов наладят на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге и будут их, видимо, производить более массово, чем у них это получалось до сегодняшнего дня. По аурусу мы видим видоизмененные фары, видоизмененная решетка, формы стали более понятные, что ли, такие более пропорциональные в чем-то, потому что первая версия выглядела, конечно, немножко странно. Скорее всего, доработали техническую часть, официальных данных нет, потому что это все пока что секретная информация, но ходили упорные слухи о том, что у Ауруса были большие проблемы с коробками передач. Возможно, сейчас с этим рестайлингом эту проблему решили. Мотоцикл Merlon на МИ ранее уже показывал, но первый раз его теперь показали в движении. Электромотоцикл разгоняется до сотни за 4 секунды, что не очень быстро для мотоцикла, но вполне прилично для электромотоцикла. Весит 370 килограмм, что относительно много. Но я так понимаю, что этот мотоцикл он будет использоваться чисто в таких административных целях и будет, например, сопровождать кортеж. Да? Поэтому, в принципе, эта новость для нас не очень интересна, потому что малая вероятность, что этот мотоцикл можно будет купить. А Аурусы, кстати, можно будет купить когда-нибудь, обещают. Вроде бы даже есть автосалон. И не факт, что вам действительно быстро эту машину привезут. Пока что непонятно. Еще, конечно, хочется сказать то, что когда Аурус только вышел в своей первой версии, его вроде как продавали, как минимум предлагали за 25 миллионов. Теперь цена официальная, опять-таки тоже, я думаю, что нет реальной возможности купить эту машину, но официальная цена теперь уже 35 миллионов. То есть надо было покупать за 25. Продажи Tesla в Китае резко упали на фоне роста рынка. Компания Tesla в апреле продала в Китае 67 тысяч электрокаров. Это новость из Automotive News, и это на 18% меньше, чем годом ранее. То есть мы сравниваем апрель 2023 года с апрелем 2024 года. Но при этом в целом продажи электрокаров и гибридов в Китае выросли на 33%. А китайского основного соперника Tesla, концерна BYD, выросли на 49%. В Китае Tesla продает модели Model 3 и Model Y. Они собираются на гигафабрике в Шанхае. Отмечается, что по сравнению с мартом нынешнего года продажи упали сразу на 30%. Частично эти автомобили, которые там собираются, они поставляются на экспорт, но и это не спасает ситуацию в Китае. Tesla в апреле продала, получается, 67 тысяч электромобилей. Концерн BYD за тот же срок смог продать 312 тысяч автомобилей, то есть это в 5 раз больше. В любом случае мы видим то, что Тесле нужно двигаться, они новые модели, понятно, сейчас показали Кибертрак, но тоже они его, не знаю, собирали, сколько они там, не знаю, 5 лет они прогревали публику. Поэтому Тесле, да, им нужно как-то наращивать обороты и нужно показывать новые модели. В Китае, а это основной рынок сейчас для электромобилей, то есть китайские бренды, они показывают новые машины, не знаю, каждые полгода, а Tesla, грубо говоря, свой Model S производят с какого, с 2011 года. Представлен электрокроссовер BYD Sea-Lion 07. В Китае стоит 2,5 миллиона рублей, и это очередной конкурент Tesla Model Y. BYD Sea-Lion, получается, дополняет эту морскую линейку BYD, которая уже относительно большая. То есть там есть BYD Seagull, то есть чайка, BYD Дельфин, BYD Seal. Seal — это морской котик, вроде как. Теперь будет еще BYD морской лев. Но это первая модель, которая построена на новой архитектуре. То есть тут используется новая электроплатформа, она называется 3.0 EVA.
Это модернизированная версия E-платформ 3.0. Ну, неважно, как они называются, то есть важно то, что новая архитектура, новая платформа. И почему это конкурент Tesla? Ну, в принципе, BYD, они уже и так по продажам обогнали Tesla и, соответственно, стали крупнейшим производителем электромобилей во всем мире. BYD сейчас заходят на другие рынки, и сейчас они строят огромную фабрику в Мексике, чтобы заходить на американский рынок. Вот. Особенность этой новой архитектуры заключается еще в том, что вот все версии данного автомобиля будут с 10 до 80% заряжаться за 25 минут. Это на самом деле крутой прогресс в плане технологии аккумуляторов и зарядных станций. Вот, поэтому мы уже все больше и больше приближаемся к тому, что можно проехать большое количество километров, быстро зарядить автомобиль и поехать дальше. В Россию BYD заходить не собирается, потому что они нацелены на западный рынок и боятся вторичных санкций. Поэтому официально автомобиль в России поставляться не будет, но если вы вдруг хотите приобрести такой автомобиль, вы знаете, куда обращаться. Bentley снимет с производства Continental GT и Flying Spur с V8. Компания Bentley объявила о реформировании своей модельной линейки. Официально подтверждено, что семейство Continental GT и Flying Spur с 8-цилиндровыми моторами завершится в июне. Этим уже как Европа, так и Ближний Восток и впоследствии и США лишаются вот этих двух моделей, где устанавливается V8. Последней моделью с V8 остается Bentayga, это кроссовер. Все остальные сейчас переезжают на гибридные установки. Вот, она может проехать до 80 км на электротяге. Ранее уже стало известно, что также компания прекратит производство фирменного 6-литрового двигателя W12. Это грустная новость, потому что W12 и V8 это легендарные двигатели, это интересные двигатели. Сейчас, благодаря европейским, в основном, эконормам, мы будем видеть максимум V6, а скорее всего скоро все это перейдет на рядные четверки, на гибриды, либо полностью на электротягу. США введут 100% пошлину на электромобили из Китая. США обостряет торговую войну с Китаем. На следующей неделе, как ожидается, будет введено вот это повышение пошлин на ввоз китайских автомобилей. Ранее эта пошлина была 25%, теперь она достигнет 100%, сообщает New York Times. Пошлину в размере 25% ввела администрация Дональда Трампа в 2018 году. Сейчас обещают повысить этот тариф до 100%. Это фактически заградительная пошлина. США понимают то, что они проигрывают позиции на рынке, то, что их производители проигрывают позиции на рынке, поэтому они защищают своего производителя хотя бы на своем внутреннем рынке, где у них есть реальные инструменты, как на это дело повлиять. Видимо, это единственный путь, как можно спасти продажи, например, Tesla на внутреннем рынке, и других производителей, хотя в США на самом деле мало своих электрокаров, там Chevrolet что-то делает, но тоже это массово не используется. Из этого мы просто видим то, что по соотношению цена-качество и вообще по соотношению цена-технология китайские продукты, они действительно востребованы, потому что иначе бы такие пошлины не вводились, иначе рынок бы сам это смог отрегулировать. А тут требуется внешнее вмешательство, чтобы как-то спасти позиции на рынке. Радикальные активисты начали штурм завода Tesla под Берлином. Леворадикальные активисты, которые, в принципе, любят штурмовать разные вещи, теперь решили наброситься на гигафабрику Tesla, которую под Берлином там построили несколько лет назад. Протестуют они против того, что эта фабрика планирует расширяться. И для этого нужно будет вырубить какой-то кусок леса. То есть вроде бы как с одной стороны они и за экологию, и за зеленые технологии, и за то, чтобы спасать лес. С другой стороны они, видимо, вот так это дело расценивают, то, что лес все-таки
выше зеленого транспорта, скажем так. Возможно, вот эти леворадикальные активисты уже поняли то, что якобы зеленая технология электромобилей не такая уж и зеленая, потому что для производства батарей нужен литий. Этот литий добывается, мягко говоря, не самым чистым способом, а также эта электроэнергия, которая расходуется, она тоже где-то производится, и производится она разными способами. Гибридные и электрические кроссоверы Xlantix ET начали продавать в Китае по цене от 2,4 миллионов рублей. Премиальный бренд Exceed, то есть тут нужно вообще разобраться. Exceed — это бренд, который принадлежит Chery, да, то есть это марка, это торговая марка Chery. По факту это все Chery. Сделали еще суббренд от суббренда, получается, и назвали его Xlantix. Это получается Exceed, только электрический. Чуть дороже обычного Exceed, хотя в принципе не сильно дороже, но вот более мощный получается, то есть тут они анонсируют тут 313 лошадиных сил, 480 лошадиных сил. 2,4 миллиона рублей в Китае, получается, привезти такой автомобиль будет стоить, наверное, где-то до 4 миллионов рублей будет стоимость под ключ. Наверное, за 4 миллиона рублей это прям крутая динамика. И китайцы в первый раз тоже это дело осознали, потому что компания Chery не особо пользовалась спросом в Китае, а тут они за сутки собрали в Китае уже там 20 тысяч предзаказов, что на самом деле очень много, особенно для этого бренда. Стало известно, сколько водителей оштрафовали на трассе М12 за скрытые номера. С начала нынешнего года на трассе М12 Восток за скрытие номеров было оштрафовано больше, чем 700 водителей. Такую статистику приводит «Коммерсант», ссылается на руководителя казанского филиала «Автодора». Как мы знаем, существует много систем, как скрыть номера. То есть самое банальное — это просто остановиться, открутить их, положить в багажник, поехать дальше. Есть более хитрые установки, там всякие рамки откидные. Видим, что с этим активно борются. Теперь, так как сетка камер у нас теперь достаточно большая, теперь можно отследить любой автомобиль из точки А в точку Б. И где-то, если он где-то ехал без номеров, а где-то вдруг эти номера появились, то штраф все равно придет, притом придет еще дополнительный штраф за скрытие номеров. На самом деле это серьезное нарушение, вплоть до лишения прав доходит. Понятно, что если штраф приходит с камеры, то лишением это не грозит, но все равно эта история отслеживается. Так что, ребята, не нарушайте правила дорожного движения, а тем более не скрывайте ваши номера. Китайская компания NIO выпустит дешевый электрокар для Европы под новым брендом. Компания NIO в 2025 году планирует запустить новый бренд в Европе. Название будет Firefly, то есть светлячок. Первая модель — это такой небольшой электро-хэтчбэк, конкурент, наверное, Volkswagen ID.3. И что интересно, то что они анонсировали цену в Европе до 30 тысяч евро, что значительно дешевле, чем вот тот же самый Volkswagen ID.3 или там сопоставимые модели. Китайцы, в принципе, уже давно хотят на европейский рынок. У них есть хорошие шансы там получить хорошие позиции, потому что электрификацию немецкие производители немного проспали, на мой взгляд. Китайцы в этом плане сильнее, потому что они просто больше денег вложили изначально в разработку. Данный автомобиль, он действительно больше подходит для европейского рынка, потому что там любят вот эти небольшие хэтчбеки. В России эти машины не очень любят, но она будет стоить, то есть она стоит в Китае в минимальной версии там 1,3 миллиона рублей, то есть привезти под ключ в Москву, например, такой автомобиль можно за 2 миллиона. Так что, если что, знаете, где эти автомобили можно купить, ссылка в описании. Длина двигателя нового гиперкара Bugatti составит 1 метр. 1 метр — это вот так. Это очень много. У этого двигателя будет больше места под капотом, чем у вас в салоне. Потому что мне кажется, что в Чироне места в салоне не очень много. Это двигатель W12, новая разработка.
Вот. Bugatti, так как это мелкосерийный бренд и производит недостаточное количество автомобилей, они еще могут производить такие двигатели, в отличие от Bentley, например. Потому что там эконормы не действуют. Эконормы действуют только на серийные, на более массовые автомобили. Если серия мелкая, то пока что есть исключения для таких брендов, как там Bugatti, для таких брендов, как Ferrari, кстати. Для некоторых моделей Lamborghini есть эти исключения. Данный двигатель будет устанавливаться на преемника Bugatti Chiron, то есть это по сути Chiron, только с другим названием, видимо. И отдача данной силовой установки превысит 1600 лошадиных сил. Xiaomi SU7 сломался, не проехав и 40 километров после покупки. Его пришлось вернуть на завод. Хайповая новость, на самом деле тут нужно немножко разобраться, потому что мы тут говорим о единичном случае. SU7 было выдано уже больше 10 тысяч экземпляров, поэтому насколько эта проблема массовая, тут непонятно. Неполадка, в принципе, проявилась только в том, что автомобиль сам стал выдавать сообщения о неисправности силовой электроники и необходимости срочной остановки. То есть тут получается так, есть и положительный аспект, который заключается в том, что продукт не настолько сырой, что этот автомобиль может как-то загореться или как-то сломаться, он сначала дает какие-то сообщения. Интересна эта новость еще тем, что не удалось поменять этот автомобиль на другой, потому что просто не было свободных автомобилей. Настолько этот автомобиль сейчас, на хайпе, скажем так. Они просто смогли компенсировать расходы, то есть владелец, он выехал из салона, проехал 40 километров, у него выдали эти ошибки, он вернулся обратно, ему вернули деньги. Да, в любом случае, это первый электрокар компании Xiaomi, он пользуется в Китае ажиотажным спросом, потому что соотношение цена и даже не то что качество, а те технологии, которые человек получает за эти деньги, это соотношение, оно тут уникально. И по собственным данным, у них в данный момент 88 тысяч предзаказов на этот автомобиль, выдано 10 тысяч, то есть им еще нужно немножко поработать. Эти 88 тысяч подтвержденных заказов они собрали всего лишь за 32 дня. Компания Bentley рассказала, чем заменит фирменный 6-литровый W12, который будет снят с конвейера после 20 лет производства. Легендарный двигатель, уже ранее о нем говорили. Ему на смену придет гибридная установка. Она называется Ultra Performance Hybrid, которая станет самым мощным агрегатом в истории знаменитого бренда. Ее отдача превысит 750 лошадиных сил. И как мы ранее уже говорили, эконормы больше не позволяют производить интересные двигатели. Теперь у нас будут интересные гибридные установки. Тут будет двигатель с объемом 2,9, это V6, и будут, соответственно, электродвигатели, которые будут в сумме выдавать вот эту мощность. Представлен кабриолет Mercedes AMG CLE 53. Мягкий верх, 4-2 секунды до сотни. У Mercedes AMG появился заряженный кабриолет. Такой машины не было в линейке сейчас в данный момент. Это CLE. CLE, в принципе, модель, которая дебютировала как купе. Это что-то между C-купе, E-купе и S-купе. Они как-то все эти модели собрали в одну и сделали Mercedes CLE. Дизайн, такой спорный, на самом деле. Машина относительно дорогая для того, что это, по сути, то ли C-шка, то ли E-шка по технике. То есть мы видим то, что здесь AMG-версия, это версия 53, индекс 53, как ни странно, говорит нам о том, что здесь 3-литровый гибрид, рядная шестерка. Двигатель вроде бы как, кстати, достаточно мощный и достаточно хорошо себя показывает, то есть он и надежный, и по динамике вполне себе. 449 лошадиных сил, низкие 4 секунды до сотни. И это версия кабриолет. Цены пока что неизвестны, уже известны цены на купе, потому что оно потихоньку начинает продаваться. Если вас интересует данный автомобиль или любой другой Mercedes, вы знаете, куда обращаться. У нас отличный выход на Германию.
Давайте поговорим в целом о новостях параллельного импорта. Вот как сейчас возить машину можно, то есть что можно, что нельзя, что изменилось. Ранее мы уже обсуждали то, что, ну и в принципе все уже об этом знают, то, что с 1 апреля растаможка в Кыргызстане, в Армении это не вариант, вот, потому что разницу в таможне нужно будет доплатить при списании утилизационного сбора. Важная новость, то что действительно все подтвердилось, электромобили, как и последовательные гибриды, можно таможить только в России, то есть только вот по нашему совокупному платежу 15% там пошлина, 20% НДС и акциз на мощность. Если у нас бензиновый автомобиль, который с рабочим объемом до 3 литров, или это автомобиль является параллельным гибридом, то есть он не электрический и не последовательный гибрид. Если он ввезен с правильными документами, он растаможен с использованием пассажирской таможенной декларации, это очень важно. Есть ТПОшка, в Беларуси поставлен на учет, снят с учета для продажи, договор оформлялся именно в ГАИ, то на эти автомобили до сих пор списывают льготный утилизационный сбор. То есть, возможно, это есть вот та лазейка, как сэкономить на растаможке. Это вот Беларусь, она сейчас вроде бы как в игру немного возвращается. Ходят слухи, то, что эту историю тоже хотят прикрыть, непонятно еще как. Вот. Но вот уже есть первые машины, которые были растаможены именно таким вот способом в Беларуси по более дешевой ставке. Там есть определенный ряд лиц, у которых там есть льготы, которые могут растаможить вообще за половину ставки. А также там оценка производится немножко от другой суммы, и поэтому там-сям чуть-чуть, вот, короче, есть определенная экономия, есть в этом определенная выгода. В данный момент мы эту схему отрабатываем, у нас с Беларусью очень хорошие связи, мы ими успели, то есть мы с ними со всеми уже успели познакомиться там 1,5-2 года назад, когда было очень модно возить автомобили из Европы через Беларусь. Но появляется дополнительная сложность. Например, сейчас граница с Европейским Союзом и Белоруссией, да, то есть Беларусь в ЕС, фактически полностью закрыта. То есть, короче говоря, есть вариант, как эту границу пройти, но это стоит денег. Там не хотят закрывать экспортные декларации, не хотят ввозить автомобили, как бы требуют соблюдения тех санкций, которые они ввели еще 2 года назад. Хотя вроде бы как против Беларуси эти санкции не вводили, да, но все равно все понимают то, что машина, которая едет на Беларусь, едет потом дальше в Россию, поэтому автомобили сейчас по факту не выпускают. Есть вариант заплатить денег, чтобы эту машину выпустили, но этот вариант тоже, там, во-первых, не очень надежный, то есть он может закрыться в любой момент. Вот. Но в любом случае это дополнительный расход, потому что деньги нам нужно отдать не маленькие. Другой вариант, как сейчас многие возят автомобили из Европы, это они обходят всю вот эту вот историю, получается, вот снизу, вокруг Черного моря, через Турцию везут автомобили. Тут как бы такой немножко спорная история, потому что нам из Турции потом нужно будет, то есть, оформить транзит в России, потом автомобиль везти в Беларусь, чтобы там растаможить, чтобы оттуда обратно везти в Россию. Это, в любом случае, затраты на логистику. И в любом случае мы тут теряем много времени, плюс тут не совсем, в принципе, сроки не совсем понятны, сроки доставки. С Китаем теперь тоже есть небольшие сложности. Перестали ходить платежи банковские переводы, там, не знаю, с Тинькофф банка, с Альфа-банка. Раньше можно было просто оплатить на китайское юрлицо, оплатить автомобиль. Сейчас эти платежи, их вроде бы как и не заворачивают, но вроде бы как они и не доходят. Вот. Здесь опять входит Кыргызстан в игру. Там очень просто открыть юридическое лицо. И, вот, например, там у наших партнеров оно уже открыто. И через них можно отправлять денежные средства надежно и недорого. Оттуда деньги в Китай доходят, как и раньше, за один день. Какие автомобили сейчас выгодно заказывать? Для личного пользования выгодно заказывать сейчас бензиновые автомобили. Связано это с тем, бензиновые или дизельные автомобили с двигателем внутреннего сгорания, неважно, до 3 литров. Связано это с тем, что на эти автомобили вы можете заплатить льготный утилизационный сбор.
по сравнению с автомобилями, которые в наличии стоят, там был оплачен коммерческий утилизационный сбор. До 2 литров это 300 600 рублей, более 2 литров до 3 литров это там 840 тысяч. Соответственно, вот эту сумму вы точно уже выигрываете по сравнению с автомобилем, который здесь стоит где-то в наличии. Плюс вы, конечно, минуете там, посредников, людей, которые привезли эту машину, заморозили свои деньги и хотят на этом заработать. В Китае есть не только китайские машины, там производят также и там, Toyota, например. То есть выгодно, например, сейчас привезти Camry, как раз сейчас вышла новая модель. Выгодно привезти Toyota RAV4, там Honda CR-V, например, это такой вот интересный вариант за свои деньги. Есть корейцы, тоже китайского производства, это могут быть Kia K3, это может быть Kia K5, это может быть Hyundai, там, такая же, по сути, да, то есть Hyundai Elantra это та же K3. Любой VAG, то есть Volkswagen, Audi, Skoda, Mercedes, BMW, вот это все выгодно сейчас возить по сравнению с покупкой из наличия. Для перепродажи, если вы не хотите вступать, скажем так, в конкуренцию с рынком на привоз, выгодно привозить электрички, ну, то есть электрические автомобили, либо последовательные гибриды. Связано это с тем, что тут коммерческий утильсбор составляет, он всего лишь там на 28 тысяч выше, чем льготный утилизационный сбор. Соответственно, ваша себестоимость, она получается такая же, как автомобили на заказ. Вот. И этот автомобиль можно спокойно привезти, спокойно оформить. Тут для всех одинаковые правила. Вот, то есть нет других вариантов, кроме как его привезти. Здесь растаможить по понятной ставке и, соответственно, дальше там, поставить на учет, либо там, перепродать, и потом уже конечный покупатель его поставит на учет. Тут нет никаких возможностей сэкономить ни для кого, поэтому вот это выгодно привозить можно поставить. Но на этой неделе у нас все. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь в телегу, ссылка в описании. До встречи!